Всем привет, друзья! Меня зовут Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Я сейчас улыбаюсь, потому что увидела, какой фон позади меня. Еще вот, посмотрите, Парам надевает фартук, который ему подарила Элла. Это значит, что Парам сегодня с вами поделится интересным рецептом. Но прежде я хочу рассказать наши новости. Вы видите, у нас печь мини. It is not ready. I think еще надо поставить. Артур, оно еще не готово. А картошечка может быть уже готова. Парам уже сейчас разбивает. Парам, I want make видео. Подожди секундочку. Wait. Я же должна все фиксировать на видео. Значит, эту мини-печь мы не планировали покупать. Произошло это совершенно случайно. Значит, мужчина, который живет неподалеку от нас, ему срочно понадобились деньги. Парам говорит, что на вот это вот ему понадобились деньги. Нам он сказал, что ему срочно нужно заплатить кредит, иначе будет у него там этот штраф. И он пришел уже к нам, не только к нам, он по всем соседям ходил с этой печкой, совершенно новая, в коробке, там все, гарантийный талон, и продавал ее по хорошей цене. Так она стоит 5000, а он ее продавал за 1000. Я сначала думала, покупать, не покупать. Почему? Вообще на самом деле давно хотела печь, чтобы действительно там и торты, и много разных блюд, пиццу готовить. Но проблема в том, что у нас недостаточно много места. Это меня останавливало. А тут уже, знаете, как говорится, поставили перед фактом, куда деваться, купили. И вот сейчас готовим. Запекаю я здесь, значит, картошку внизу и наверху курица. А Парам, расскажи, что ты готовишь. Парам не веселый, но сейчас Парам расскажет, почему Парам грустный. Он пытается делать вид, что все в порядке, но на самом деле видно, что он... Что? Prawns curry I make with Prawns curry. Карри с креветками, с кокосом. Давай, Парам, рассказывай, делись с нами рецептом. Блюдо действительно очень вкусное. Is it Goan food? Goa, Karnataka, South. Южная Индия. This Konkan people also, Maharashtrian also. Те, которые живут возле моря, в основном, готовят это блюдо. Естественно, блюдо с креветками. Значит, что мы видим? Мы видим лук, который Парам уже порезал, 3. 2 tomatoes. Дальше 2 помидора, и сейчас он нарезает кокос. This must be sour taste. Этот соус на вкус будет кислым. This most important for fish curry. Значит, это кислое, можно, как чернослив можно like использовать. Я вам советую чернослив. Это не чернослив в Индии, но вы можете использовать его. И также вот здесь Парам приготовил или собирается готовить чесночно-имбирную пасту. Еще не приготовила. Нужно побыстрее, потому что могут электричество в любой момент отключить. Сегодня еще погода такая, сегодня уже гроза, как люблю грозу в начале мая. И у нас вот сейчас такая погода, хотя еще не сезон дождей. Сезон дождей наступит где-то через 1,5 месяца у нас. Это так, предвестники или просто действительно гроза в начале мая. Поют коты и гром гремит. Что ты, сына? Сейчас ты тоже со зрителями поделишься. Кто смотрел нашу предыдущую серию, знают, что Артур сейчас выполняет челлендж. У него испытание. Целый месяц он живет без... точнее, он прожил уже дней 5, но планирует целый месяц. Если он продержится без телефона, без интернета, то получит награду $7000. $7000, да? Нет, не долларов, Артур. Мне интересно было на его реакцию посмотреть. Да, долларов, так долларов. Рупий. По поводу наших живописных стен тоже надо уточнить, а то, может быть, кто-то новенький зашел на канал. Значит, друзья, ой, боже, как шумно. У нас ремонт. Это не какой-то там стиль индийский, не думайте. Хотя мы уже с Артуром нашли в этом... Действительно, какую-то живопись рассматриваем. Тут Артур увидел слона, вот это вот слон с хоботом. В каске. В руках у него оружие, которое он направляет на кенгуру. В общем, очень много здесь всего интересного можно увидеть. Особенно, когда отсутствует интернет. Есть чем развлечься. Но недолго.
Скоро эти стены покроют специальным пластиком. Вот, друзья, чесночно-имбирная паста и кокос тоже сейчас Парам измельчает в блендере. Так, еще такой вот интересный момент, сейчас я вам покажу. Но сначала специи, которые Парам подготовил и будет обжаривать на масле. Значит, чеснок, здесь у нас зира, это черная горчица, кардамон, это гвоздичка, это корица. И, Парам, показывай, что он купил у нас недавно. Парам ездил в город, делал покупки для отеля и кое-что еще купил для нас, в семью. У нас в основном готовлю здесь я, и вот некоторые такие вот моменты, которые нуждаются в хозяйстве у индианок, я не просила купить. Но вот Параму очень, так как он иногда все-таки у нас готовит, ему очень не хватает вот этого вот. Покажи, Парам, убери руку, remove hand, I want to. Ступка. Ступка у нас называется. А как называется здесь? What is this? Now in my village, some old women say, "Oh, don't have teeth. They want supari pani. They make like this after they put." Говорит, у Парама в деревне женщины, у которых зубов нет, беззубые, измельчали себе пищу, да, таким вот способом. Ну, как это называется? What is this name? Kutni. Кутни. So this is better than mixer. Можно же в миксере измельчить или... Mixer all make paste. This is like a... This is, I not make paste. This we want like seeds. Ну, я это знаю, я просто хочу, чтобы Парам объяснил. Да, Парам... That knife taste not coming. Here very good taste. Если ножом, допустим, измельчать чеснок или специи, то вкуса такого не будет. Only for garlic you will use or for masala also? Некоторые специи тоже можно будет измельчать таким вот способом. Черный перец, например. No, now not? Now not necessary. Только для чеснока вот он сейчас использовал. Хорошо. Листья карри тоже Парам подготавливает. Перец. Видите, сколько всего, сколько ингредиентов понадобится нам для приготовления этого блюда. Но все сейчас вы можете купить спокойно в ваших супермаркетах и приготовить, и удивлять своих родных и близких. Кто такой задумчивый? Значит, что, друзья, мешает эта печка. Курица приготовилась быстро, а вот картошку опять пришлось поставить. Внутри сырая. Куда ее ставить? Я говорю, может быть, мы здесь полочку прибьем. В общем, друзья, я еще до конца не поняла, рада я или нет новому приобретению. Если у вас какие-то есть классные рецепты, у кого точно, не точно такая же, примерно такая же печка, наверное, она имеет какие-то особенности, но явно как бы в духовке было гораздо проще готовить. У меня был опыт только по духовкам, а по таким печушкам не было. Так что, если что, накидайте рецепты, буду вам очень благодарна. Значит, а тем временем Парам... Что ты еще зовет меня? Хорошо, давай, добавляй. Там просто кастрюля была, пока выпарится вода ждал. Теперь добавляет подсолнечное масло в большом количестве. Потом он расскажет, почему он такой грустный. Я тоже грустная на самом деле, но для Парама это вообще трагедия, можно сказать. Хотя я тоже уже настроена была. Давай. Пошел аромат. Ага, перцы еще туда добавил. Вот эти вот все специи, чеснок. Я боюсь, чтобы на камеру не брызнуло, поэтому я, так, подальше. Рассказывай, Парам. So, what happened? What? We not go. Where is Да, я об этом, а? This is where is В общем, друзья, мы не едем на свадьбу к Парама родственникам. Кто не смотрел предыдущие серии, мы собирались, мы уже купили наряды. Вот что самое интересное, ничего.
Но в итоге мы, хорошо, что подарок не купили, хорошо, что билеты не купили, это очень радует, да. Мы планировали на автобусе, что, we must give? Да, говорит, но мы все равно, да, должны будем, когда мы в следующий раз поедем к Параму на родину, нужно будет обязательно подарок подарить. Здесь так принято, здесь такие традиции, что если тебя пригласили, ты появился на этой свадьбе или не появился, это уже твои проблемы. Но подарок ты обязан вручить. Ну, вот Парам уже вручал некоторым своим родственникам. Ну, может быть, там не всем так, но вот тут, как говорится, такой важный, почетный родственник, ему точно нужно будет не удастся как-то. Ага, значит, сейчас вот Парам добавил лук. Такие вот важные истории вам рассказывать и тут же рецептом делиться непросто. Вот, значит, обжаривает Парам лук со всеми специями, со всем тем, что я озвучила раньше. Разговаривал по телефону, и я отошла. Значит, а он еще, кроме того, что разговаривал по телефону, успел уже добавить кокос, измельченный кокос. И вот что получилось у нас. Water как-то очень жидко. Да, вот это он уже добавлял, значит, и сейчас еще добавляет минеральную воду. И расскажи нашим зрителям, ну я-то поняла, расскажи, с кем ты разговаривал по телефону. With who you talk mobile? There's a flat interior designer. The company give number, na? They have tie up this company interior people. Это не первый раз уже названивают нам. Квартира в Гоа еще не достроена, но уже звонят, чтобы мы заказывали интерьер, квартиру, мебель. Давай. Там все дизайн. Сейчас. Давай. Где Парам говорит? Чтобы именно я. No salt, more. Не соленая, острая, но не соленая. Вот, ну и Парам этой женщине тоже, да, spicy, but no salt. Женщине этой сказал, что моя жена решает все. Но я не хочу. Ну, с одной стороны, да, это, конечно, и удобно, да, сразу заказать, чтобы там вместе с тобой обсуждали, чтобы все было стильно, гармонично. Я даже вот в нашей халупе не могу придумать, как здесь все разместить, но здесь у нас тоже ремонт, как вы поняли, как я говорила ранее, идет. А как в новой квартире вообще хочется, да, чтобы все было и удобно, и красиво, и современно. И, может быть, и надо обратиться к профессионалу, но это будет и стоить намного дороже. И не факт, что этот профессионал удовлетворит мои пожелания. Индийские. В общем, да. Ну, давай. Ну, на самом деле, причина, по которой мы не едем на свадьбу, тоже малоприятная. Парам говорит, что все нормально, что некоторые проблемы у нас с отелем возникли, нужно будет ехать, сам пробую, я больше не буду. Нужно будет не ехать, а здесь обращаться. Ой. Очень вкусно. Очень вкусно, говорит. Да. Ой, я не могу и рецепт показывать, и рассказывать такие серьезные вещи, чтобы не упустить, да, ничего. Вот теперь Парам лимонный сок добавляет. Как-то не хватает эстетики, вот за что я переживаю и волнуюсь. Where is your gloves? Где твои перчатки? Нету перчаток. You won't give for somebody this, maybe for Rakesh Bhai, да? Обычно мы всегда Rakesh Bhai угощаем. No problem. Я готовлю без перчаток. В основном то, что я готовлю, этим мы его угощаем, и он с удовольствием ест. Так, и вот, да, еще один ответственный момент. Креветочки в добрый путь. Так, ну что, блюдо практически готово. Осталось 10 минут поварить креветочки. Парам тем временем уже занимается приготовлением индийского хлеба, лепешки, чапати.
Вот, ну и, собственно, можно уже садиться обедать. Кроме того, что у нас такие стены сейчас страшные, жутко просто здесь находиться, тоску наводят. Еще и помещение, наша кухня сейчас превратилась в складское помещение. Парам, видите, здесь все вот это вот оставил временно, то, что он купил для второго этажа. Коврики, здесь шторы вот скоро будем вешать, ведра здесь стоят. Тут тоже что-то понакладывал. Говорит, скоро я все это заберу. Но получается, что он наоборот еще больше сюда приносит. В общем, ну ладно. Осталось, я надеюсь, недолго терпеть. И скоро заживем. See, I don't want oily food. Without oil roti I eat. But Rakesh bhai want with oil rotis. The special for Rakesh bhai. Парам обычно ест лепешки без масла, а специально для Ракеш бhai. Ну, покажи еще уме, когда покажи, как. Да, вот, видите. I take this two Ага. oil. Вот эти вот лепешки без масла. Они такие сухие, пресные. Но Ракеш бhai такие не любит. Ракеш bhai это владелец Парабхауса, кто еще не знает. He not eat plain rotis. Многие мужчины. Но вот Парам считает, что это вредно, и главное, ему это не нравится, невкусно. Парам, да, вот он действительно любит полезную пищу. Plain roti first he make for me, after he put oil. Ну, я вообще тоже с масличком люблю, и с сырочком я люблю. А Парам все это избегает. Он считает, что это очень вредно, и, ну, как-то вот я не знаю, что больше. Он считает, что вредно или больше не любят, или это как-то вот у него взаимосвязано, что он сначала не любит, а потом считает, что вредно. Ну, и сейчас будет готовить for Rakesh bhai, да? Да, this is free. Ну. You put oil, wait, no not. Then half boil after put, starting not. Что? Half fry after put oil. Не сразу, когда уже поджарится наполовину, только после этого нужно добавлять масло. А вот Парам сейчас разогревает рис. У нас со вчера остался рис, и он вот таким вот образом его разогревает в горячую воду. Как бы еще раз его отварит. Если мы разогреваем на сковороде, то вот Парам всегда, если вдруг остается рис предыдущего приема пищи, он его еще раз сварит, ну или я ему варю. Так, ну давай, показывай. Вот, видите, сейчас вот так вот намазывает маслицем лепешку, щедро довольно-таки, и переворачивает. С обратной стороны проделывает ту же операцию. И такая вот сытная, калорийная лепешечка получилась для нашего Ракеш бhai. Ача? Tasty. Oh, thank you. Thank you. But this Парам баная. She make. Ну зачем ты врешь? Не надо, зачем? Но я не люблю, когда так. Если я готовлю, то я готовлю. В общем, всем понравился. Это Ракеш bhai, а эти мужчины тоже у нас сейчас работают, электрики. И, в общем, все в восторге. Снежинка? Ты куда залезла? Что ты там ищешь? Может быть, они ящериц кушают, а? На дереве. Не, я ничего тебе не хочу, не собираюсь давать. Я просто хотела на тебя посмотреть. Показать нашим зрителям. А вот и маркиза. Привет, какие вы громкие, какие вы звонкие, какие вы красивые. Так, ну что, действительно получилось вкусно, деликатес от Парама удался, мужчинам понравилось блюдо, и я тоже попробовала, мне тоже понравилось. Напоминаю, называется prawns curry, можно вместо креветок добавлять рыбу, и тогда это будет уже fish curry, рыбное карри. Хочу обратить ваше внимание, наконец-то, буквально вчера сняли защитную клеенку синюю, видите, там по бокам еще осталось, а здесь уже вот можно лицезреть, но, к сожалению, сегодня погода пасмурная, солнце не светит, не очень хорошо видно, но, тем не менее, вот уже открыт Парабхаус во всей своей красе. Раньше эта клеенка защищала, чтобы пыль не распространялась, ну, а сейчас уже только внутренние работы уже сняли, уже, ну, как по-другому совсем смотрится. Парам здесь поубирал из-за дождя, видите, тут грязи много.
Вот, ну и Парам, расскажи нашим зрителям, да, ой, боже, я чуть не упала. Значит, да, я еще уточню такой момент, значит, мы должны были ехать на свадьбу в пятницу, в субботу-воскресенье свадьба, ну это основные дни, и в пятницу мы должны были вечером выезжать на автобусе, вот, но так получилось, что в пятницу Парама вызвали. Парам, come, иди сюда, расскажи, я забыл. What is his name? Where you want to go? Как это называть? Департамент? Господи, он не очень хочет, чтобы я вообще, в принципе, рассказывала об этом на канале. Ну, what is his name, place? Forest department. Значит, как лесной департамент. Департамент лесного хозяйства. Значит, у нас Матеран. Матеран – это заповедник. И чтобы, вы посмотрите, какой, аккуратно. Чтобы вы понимали, люди, которые работают в этом лесном департаменте, следят. Если бы они дали волю, то вместо бы всех вот этих вот деревьев, этих джунглях стояли бы огромные отели повсюду. Но у нас Парабхаус все абсолютно легально. Эта земля была куплена много-много лет назад, еще там родственниками, дедушками Ракешбая, но все абсолютно легально. Ну, я не знаю, я говорю Параму, может быть, кто-то жалобу какую-то, ну, не знаю, или кто-то позавидовал. Парам говорит, ну, не волнуйся, все это абсолютно нормально, ну, как бы какая-то формальность, какие-то бумаги надо подписать, но почему раньше нельзя было? Ну, вот уже, когда у нас почти открытие, сейчас нужно, и Ракешбай тоже должен присутствовать, и Парам в том числе. И это будет в пятницу. Я говорю, Пара, может быть, они на лапу хотят, денег хотят. Он говорит, нет, не волнуйся. Ну, я надеюсь. Ну, я так понимаю, что Парам за это тоже немного переживает насчет денег. Дождь пошел. Rain coming. Опять. Вот это погодка. А Артур сейчас на дополнительных занятиях пошел без зонтика. Парам. You must pick up, Артур. Да. И мало того, что дождь сильный, так еще и ураган. В такую погоду деревья падают часто. Невозможно сейчас на улице находиться из-за дождя, плюс еще и шумно. И забежала я в один из номеров, из старых номеров внизу, чтобы закончить видео. И вот что я вам хочу показать. Значит, я даже еще сама этого не видела. Оказывается, уже вместо зеркала, я думаю, наблюдательные зрители помнят, что здесь у нас раньше на этом месте стояло зеркало, а сейчас стоит шкаф. И так в каждом номере. Как вы считаете, как вам нравится или нет? Такое вот преображение. Мне, честно говоря, не очень нравится. По-моему, этот шкаф как-то вот не очень вписался, штору зажимает. Ну и зеркало для меня важнее. Но Парам говорит, что жаловались, очень часто жаловались наши гости из-за того, что некуда складывать вещи, куда их на пол кидать или что. В общем, теперь будут складывать сюда. Здесь еще будет перекладина, на которую повесят тримпеля, и вот аккуратненько все здесь будет висеть. А сюда внизу будут складывать свои чемоданы, рюкзаки. Вот, а зеркало, я Параму говорю, а как же зеркало, как же девушки будут смотреться в красивых нарядах? Индианки любят переодеваться по несколько раз за день. Парам говорит, что здесь вот на одной из половинок будет зеркало. Ручку уберут. А почему сразу так не сделали? Говорит, что наши мастера, наши мебельщики не поняли, что от них хотят. Ну, значит, это со временем поменяется. Вот. Ну и по поводу поездки, да, я же хочу уже резюмировать. Я вам сразу сказала, да, что я с одной стороны очень рада, что отменили поездку, а с другой стороны, ну, немножко все-таки уже расстроилась. Рада, конечно, из-за того, что, как я вам ранее говорила, что считаю, что сейчас в это смутное время лучше никуда особо не ездить, лучше находиться дома, неизвестно, как все будет. Рада из-за того, что наши финансы останутся при нас, ну, во всяком случае, подарок тот же мы уже купим гораздо позже, и, ну, много было бы еще растрат. Парама костюм, сегодня он как раз собирался ехать в Мумбаи, заказывать у портного, ну, еще некоторые покупки мы избежали. Платье, правда, мое теперь будет непонятно сколько и для чего лежать, только место занимать.
Ну, главное, из-за чего я расстроилась, это потому что я уже настроена была, я уже по вечерам штудировала информацию про Южный штат Карнатака, про свадьбы, по традиции. Я уже готова была за эти 3 дня снимать кучу контента на месяц и потом уже приехать сюда и не переживать. Уже бы занималась бы ремонтом, потому что на самом деле в такой обстановке не очень просто снимать видео. И получается, вот как я сказала сегодня, не эстетично, мягко говоря, не очень красиво. Я уверена, что под этим видео будет много комментариев такого плана, что, боже, в каком хлеву ты живешь, какой ужас. Вот, и я хотела всего этого избежать, и вместо показывать этого красивую свадьбу, нарядных гостей, невесту, жениха, все это рассказывать. Ну, это, да, обидно, конечно, что этого, к сожалению, сейчас не будет. Но я обещаю, я надеюсь, что будут еще впереди интересные, богатые свадьбы, на которых мы обязательно побываем. Вот, друзья, ну а на сегодня все. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Мы продолжаем тестировать нашу чудо-печь, нашу новую помощницу. И вот сегодня Артур сам приготовил вот этот вот кулинарный шедевр. Что это, Артур, торт или пирог? Сына, куда ты убежал? Артур уже не терпится съесть, но я попросила его запечатлеть. Это и торт, и пирог, да? Значит, сам приготовил тесто, ну, естественно, под моим руководством, но тем не менее, полностью сам декорировал. Часть намазал нутеллой, часть сгущенкой, тут посередине сделал дырочку. Я так понимаю, что ты попробовал уже, да, раз там дырочка. И туда налил крем. Крем это что это такое? Это сливки. Вот, молочные сливки, еще манго. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.